Ассаламу алейкум! Мир вам, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Давно обещала вам показать данную модель тюбетейки. Вяжется она проще простого. Вязать будем по спирали. Очень легко, удобно, просто для начинающих отличный вариант. Приступим сразу к делу. Вязать буду из пряжи Ярнард Бегони. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок. В 50 граммах у него 169 метров. Крючок использую 2,25 миллиметров. Так, для начала делаем кольцо амигуруми и фиксируем его петлей. Для удобства большое кольцо сделаем немного поменьше. И теперь в это кольцо провяжем столбик без накида. Теперь сюда же провяжем еще полустолбик с одним накидом. Делаем накид на крючок, в кольцо просовываем крючок, захватываем нить, вытягиваем. Теперь у нас 3 петли на крючке. Захватываем нить крючком и просовываем сквозь 3 петли. Так мы сделали полустолбик с накидом. Теперь далее в кольцо мы провяжем 11 столбиков с одним накидом. Накид на крючок, просунули в кольцо крючок, захватили нить, 3 петли на крючке. Теперь провязали 2 петли, 2 петли остались на крючке, еще раз 2 петли. Так мы сделали столбик с одним накидом. Далее сделаем еще таких 10 оставшихся столбиков с накидом. Второй столбик, третий. В общем, должно быть 11 столбиков с накидом. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10 и 11. Итак, у нас столбик без накида, полустолбик с накидом и еще 11 столбиков с одним накидом. Кольцо затягиваем. Так мы сделали первый ряд, но так как мы будем вязать по диагонали, то это считать будем первый круг. Так, начинаем второй круг, делаем накид на крючок. В самую первую петлю, это у нас был столбик без накида, сюда мы провяжем галочку, то есть что это галочка? Галочка, это у нас будет столбик с одним накидом, одна воздушная петля. И сюда же, в эту же петлю, провяжем еще один столбик с одним накидом. Итак, это у нас получилась галочка. Теперь делаем воздушную петлю, накид на крючок, следующую петлю, это у нас был полустолбик с накидом, сюда провязываем столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, накид, следующую петлю, это вершина уже столбика с накидом, провяжем галочку, то есть столбик с накидом, делаем теперь одну воздушную петлю и сюда же, в эту же вершину, провяжем еще один столбик с накидом. Так, провязали галочку, воздушная петля, вершину следующего столбика провяжем столбик с одним накидом, воздушная петля, следующую вершину провяжем галочку, столбик с накидом, воздушная петля и сюда же еще один столбик с накидом.
Делаем одну воздушную петлю, вершину следующего столбика провязываем галочку. То есть столбик с накидом, воздушная петля и сюда же еще один столбик с накидом. Делаем воздушную петлю, вершину следующего столбика провязываем один столбик с накидом, воздушная петля, вершину следующего столбика провязываем галочку. То есть столбик с накидом, воздушная петля и еще один столбик с одним накидом. То есть, думаю, метод вязания данного круга вам понятен. То есть мы делаем в одну петлю, провязываем один столбик с одним накидом, делаем воздушную петлю и в следующую петлю провязываем галочку. Итак, вяжем этот круг до конца. Можно было бы оставить вас вязать до конца самостоятельно, но мне нужно проконтролировать тот момент, когда вы дойдете до конца второго круга, чтобы плавно перейти на третий круг. Итак, мы дошли до конца второго круга. В конце у нас провязана галочка должна быть. И теперь нам нужно сделать еще одну воздушную петлю и провязать вот в эту петлю. Провяжем столбик с одним накидом. То есть это была у нас вершина первого столбика галочки. Сразу видно вот такую ступеньку, где у нас второй круг закончился, третий круг закончился. И далее будем уже вязать по спирали, не обращая внимания на то, на переходы из круга в круг. Делаем одну воздушную петлю. Теперь вот у нас галочка. Видите, да? Два столбика провязаны в одну петлю. В эту галочку, прямо между столбиками, под воздушную петлю мы провяжем такую же галочку. Столбик с накидом, воздушная петля и сюда же еще один столбик с накидом. Далее вязать вообще очень просто будет. Самое сложное уже осталось позади, если это можно назвать сложным. Итак, делаем теперь воздушную петлю. Теперь вот у нас был столбик с одним накидом. Перед ним и после него у нас были воздушные петли. Вот здесь воздушная петля и тут воздушная петля. Теперь под первую воздушную петлю провязываем столбик с накидом. Делаем воздушную петлю, накид. Теперь под следующую воздушную петлю провязываем еще один столбик с накидом. Так, у нас сделали теперь два столбика. Теперь воздушная петля. Далее у нас идет галочка. Вот в эту галочку между столбиками прям провяжем такую же галочку. Столбик с накидом, воздушная петля и сюда же еще один столбик с накидом. Теперь делаем воздушную петлю. Также под первую воздушную петлю провязываем столбик с одним накидом. Еще одна воздушная петля, накид, под вторую воздушную петлю столбик с одним накидом. Воздушная петля. Далее у нас идет галочка. В галочку провяжем галочку. Столбик с накидом, воздушная петля и сюда же еще один столбик с накидом. Так, вот у нас галочка, вот галочка. Далее воздушная петля, под первую воздушную петлю столбик с накидом. Воздушная петля, под вторую воздушную петлю столбик с накидом. Воздушная петля, галочка у нас идет, в галочку провязываем галочку. Столбик с накидом, воздушная петля и сюда же еще один столбик с накидом. Воздушная петля,
под первую воздушную петлю столбик с накидом, воздушная петля, под вторую воздушную петлю столбик с накидом, воздушная петля, и в галочку провязываем галочку. Так вяжем далее по кругу до конца. Воздушная петля, под первую воздушную петлю провязали столбик с накидом, сделали воздушную петлю, и под вторую воздушную петлю второй столбик с накидом. В галочку провязываем галочку. Воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, в галочку провязываем галочку. Далее воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, и в галочку провяжем галочку. Потерпите меня еще немножко. Довязали мы круг до конца. Видите, у нас теперь дальше идут 3 клеточки. Вот они. В предыдущем круге у нас было по 2 клеточки. Это отличие каждого ряда друг от друга, но больше мы их не будем считать. Итак, что мы делаем? Делаем воздушную петлю, и в первую клеточку провязываем столбик с накидом, воздушная петля, во вторую клеточку столбик с накидом, воздушная петля, и в третью клеточку тоже столбик с накидом. Далее у нас идет после этих столбиков галочка, значит в галочку мы провязываем галочку. То есть столбик с накидом, воздушная петля, и сюда же еще один столбик с накидом. Так, теперь воздушная петля, в первую клеточку столбик с накидом, воздушная петля, во вторую клеточку столбик с накидом, воздушная петля, третью клеточку столбик с накидом, воздушная петля. Далее у нас идет галочка, и в галочку мы провязываем такую же галочку, столбик с накидом, воздушная петля, и сюда же еще один столбик с накидом. Далее вяжем так по кругу. В каждом круге у нас будет увеличиваться на одну клеточку. Обращаем внимание только на галочки, а так в каждую клеточку провязываем таким же образом столбик с накидом, и между столбиками провязываем воздушные петли. Вяжем, уже не обращая внимания на это, обращаем внимание только на галочки. Вяжем столько кругов, сколько нам необходимо до того, пока у нас не получится нужный нам диаметр для донышка. Так, вот обращаем внимание, вот наши галочки, цепочка из галочек, 2, 3, 4, то есть их видно, между ними просто пустые клеточки. В эти клеточки мы провязываем столбики с накидом, и с каждым кругом они увеличиваются на 1. Вот наша спираль, здесь она видна еще в начале, а дальше этого уже не будет заметно. Итак, я довязала свое донышко до конца, а вы здесь можете поставить видео на паузу и продолжим, когда уже довяжете свое донышко до нужного вам диаметра. Так, посмотрите, у меня здесь 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 7 цепочек галочками, то есть 7 клиньев. У вас должно быть также. Здесь у нас увеличивались. Видите уже, как много у нас клеточек между галочками. И все аккуратно на узоре, аккуратным швом ложатся галочки.
последнюю галочку, то есть заканчиваю вязание там, где у нас начиналась ступенька на второй круг. Так, вяжите далее донышко до нужного вам диаметра. Если вы не знаете, каким оно должно быть, то на канале есть видео о том, как сделать расчет для тюбетейки. Посмотрите его, прикреплю ссылочку здесь. Далее вяжем тулью, то есть боковую часть тюбетейки. Вяжется она еще проще. У нас уже не будут галочки. Будем вязать только в клеточки, столбики с накидом. Увеличений дальше уже не будет. Будет просто прямое вязание. На самом деле вязать этим узором вообще проще некуда. И мне кажется, это очень удобно. Ну и смотрится, в принципе, аккуратно. Так, теперь вяжем в каждую клеточку столбик с накидом. Между столбиками воздушные петли. Довязываем до галочки. И я покажу, как нам дальше вязать, уже избегая этих галочек. То есть без них, не увеличивая вязание. Итак, вот до конца довязали, до конца клинышка, дошли до галочки. Вот она, цепочка с галочками. Теперь в галочку мы провязываем просто столбик с одним накидом. Не делаем галочку. Делаем одну воздушную петлю и в следующую клеточку провязываем столбик с одним накидом. Воздушную петлю, в следующую клеточку столбик с одним накидом. И так вяжем дальше, доходим до следующей галочки. И поступим с ней таким же образом. А между галочками в каждом клинышке провязываем так же само в каждую клеточку столбик с одним накидом. Дошли до конца клинышка. Вот наша цепочка галочек. Теперь в галочку провязываем столбик с одним накидом. Делаем воздушную петлю и в следующую клеточку провязываем столбик с одним накидом. И вяжем таким образом до конца круга, то есть избавимся от всех галочек. И дальше еще проще вязать. Вяжем также по спирали, просто в клеточки, столбики с одним накидом. И так вяжем по кругу. Некоторое еще количество кругов, пока не получим нужный нам размер тулии. Также как измерить, как рассчитать глубину тюбетейки, есть в том же видео, как сделать расчет для тюбетейки. Если вдруг кто не знает. Мне нужно, чтобы глубина моей тюбетейки была 15 сантиметров. Вот я провязала 13,5 сантиметров. На этом останавливаюсь. 1,5 сантиметра мне нужны для того, чтобы сделать обвязку для тюбетейки. Вы также должны оставить примерно 1,5-2 сантиметра для того, чтобы сделать обвязку своей тюбетейки. Конечно, это индивидуальное желание любого. Можно оставить и меньшее количество меньшее количество сантиметров для обвязки. Сейчас покажу и вы поймете, о чем я вообще. Так, нам сначала нужно завершить, выровнять наши ряды. Делаем воздушную петлю, накидной крючок и в следующую клеточку провязываем полустолбик с одним накидом. Делаем еще воздушную петлю, накидный крючок, в следующую клеточку также полустолбик с одним накидом. То есть вот 3 петли на крючке, мы их провязываем вместе. И сделаем еще один. Для более плавного перехода воздушная петля, в следующую клеточку полустолбик с одним накидом. Так, мы уже немного опустились.
Теперь делаем воздушную петлю. В следующую клеточку провязываем столбик без накида. Воздушная петля. Давайте еще в клеточку провяжем столбик без накида. И для точности уже более плавной еще одну клеточку, столбик без накида. Таким образом мы выровняли вот эту ступеньку, которая у нас была между кругами. Это, в принципе, вот это вот сужение, оно незаметно, поэтому не портит ни вид. Дальше вяжем также по кругу, но будем делать обвязку. Кстати, я меняю крючок на полсантиметра, беру меньше, для того, чтобы обвязка была поплотнее, чтобы не растягивалась в процессе, как-никак это хлопок. Итак, теперь будем вязать столбиками без накида, но без воздушных петель. То есть в вершину столбика провязываем столбик без накида, под воздушную петлю столбик без накида. В вершину столбика столбик без накида, под воздушную петлю столбик без накида. В вершину столбика столбик без накида, под воздушную петлю столбик без накида. В вершину столбик без накида, под воздушную петлю столбик без накида. И так будем вязать дальше. Провяжем 4-5 кругов. Я провязала 4 круга столбиками без накида в каждую петлю. Дошла я тут до того момента, где мы делали сужение, то есть спускались со столбиков с накидом на столбики без накида. Немного видно здесь этот момент. И здесь же теперь буду завершать в общем наше вязание. Также нужно немного опуститься. Следующую петлю просто провязываем соединительную петлю. Можно сделать еще 1-2 таких стежка. То есть захватываем нить крючком и сразу просовываем через петлю. Давайте сделаю еще один раз. И все. На этом можно вязание завершать, ниточку отрезать, попрятать лишние ниточки. Таким способом можно сделать обвязку края для тюбетейки и уже, если вам так больше нравится. И наоборот шире. Мне, например, нравится еще, чтобы она была шире, чем у меня. На этом все. Мастер-класс по данной тюбетейке окончен. Надеюсь, что он был вам понятен. Надеюсь, что будет вам полезен. Оставляйте свои комментарии. Также, если у вас остались какие-то вопросы, пишите. Будем разбираться. Не забудьте подписаться на канал. Поделитесь данным видео с теми, кому оно будет интересным или будет полезным. И желаю вам легких петелек. И надеюсь на скорую встречу в следующем видео. Кстати, делитесь своими результатами. Буду очень рада.